Привет! Сегодня пятница, 4 ноября, День народного единства в России. Сегодня выходной, и сегодня у меня есть много дел, которые надо сделать. Дело первое. Мне надо выкинуть в сетку дома стеклянную бутылку и железную бутылку, накормить птичек, синиц и воробушек, и отнести в машину вот этот пакет с макулатурой, картонные коробки, которые будут там у меня в машине в багажнике лежать, пока не придет время их сдать куда-нибудь. Сегодня я надеваю свои зимние ботинки, не самые теплые, потому что есть очень теплые. И говорю до свидания кроссовкам, до следующей весны. К сожалению, звук оказался ужасным здесь, поэтому я решила переозвучить многое. К тому же, так как идти по городу и говорить я не могу, я изначально планировала рассказать о городе за кадром. Здесь я уже приехала в центр города и собираюсь сделать дело номер 2, а именно посетить независимый книжный Бакин. Независимый значит, что этот магазин не входит в сеть магазинов, это не сетевой магазин, и у него один владелец. Хотела дорогу перебежать, а тут полицейские едут. Пришлось на светофор. Сегодня книжный магазин Бакин устроил распродажу книг. Можно было принести книги из своей личной библиотеки. Все вырученные деньги пойдут благотворительным организациям, в том числе организации, оказывающие юридическую помощь людям, арестованных или преследуемых по политическим мотивам. Пару слов о 4 ноября, Дне народного единства. Его придумали в 2005 году. Это искусственный праздник, который никто в России не считает праздником. Был создан властями, чтобы заменить собой другую дату, 7 ноября, День Октябрьской революции, когда большевики захватили власть. 7 ноября, конечно же, считался большим праздником во времена СССР, но, наверное, тоже не всеми. В этот день приверженцы коммунистической идеологии проводили митинги, поэтому этот день надо было отменить. Итак, я купила себе несколько книг, и теперь мы идем к делу номер 3, а именно мне нужно посетить еще один магазин, сетевой магазин «Читай город». Я очень хочу купить одну книгу, к сожалению, я не смогла найти ее в онлайн-магазинах, хотя эта книга уже много раз переиздавалась, она умеренно известная, но, видимо, очередной тираж закончился. Я люблю «Читай город» за то, что если какой-то книги нет в наличии на складе интернет-магазина, то можно посмотреть, в каких городах России, в каких конкретно магазинах эта книга есть в наличии. И сейчас мы и идем в этот конкретный магазин. Я остановилась у архиерейского дома, здание построено в конце 19 века. Архиерей – это вроде как епископ, но, если честно, я не совсем уверена. В любом случае, это высокий чин в православии. Перед домом стоит памятник архиепископу Луке или Валентину Войно-Ясенецкому, известному в России религиозному деятелю, врачу-хирургу. Во времена Второй мировой войны он был в ссылке в Красноярском крае и, во-первых, работал хирургом в военном госпитале, куда привозили раненых, во-вторых, был главой Красноярской епархии. Он сумел восстановить работу церкви в деревне Николаевка, рядом с городом Красноярском. И в своем самом первом видео на YouTube я гуляла по кладбищу рядом с этой церковью. Конечно же, уже давно эта церковь находится в черте города. Оставлю вам ссылку на него в описании, в подсказках, и также оставлю ссылки
на страницу Википедии о войне Есенинском, потому что он есть и на англоязычной, и франкоязычной Википедии, не говоря уже и о русской. В Русской Православной Церкви архиепископ Лука был признан святым. Вот мы и в книжном. Здесь продают не только книги, но и канцелярию, вещи для творчества и что-то вроде небольших подарков и приятностей. Как вы видите, книг здесь очень много, и среди них всех мне нужно найти одну. Конечно, можно спросить у консультанта, но всегда интереснее найти самой, поэтому я пошла к разделу «История» и просмотрела сверху донизу 3 стеллажа, прежде чем в 4-м наконец-то найти нужную книгу. Слева строят метро. Строительство было начато в 1995 году. С тех пор они то возобновляют работы, то останавливают. Сейчас опять начали, и я очень удивлюсь, если они их закончат. Я вернулась в машину, я очень замерзла. Со следующего дня я перехожу на пуховик. Можно было, конечно, шапку надеть, я не люблю шапки, поэтому у меня замерзли ушки, у меня замерзли ручки, потому что я ими снимала, держала телефон. Все, едем дальше. Мне позвонила мама и сказала: Маша, купи мне чебуреков. Поэтому я сейчас пойду вот сюда вот и куплю чебуреков. А чё так темно? Я добралась до дома и показываю вам, что такое чебурек. Это блюдо жителей Кавказа или крымских татар, например. Изначально это традиционно делается с бараниной, то есть это тесто и внутри баранина, там с зеленью, допустим. Это блюдо стало очень популярно в СССР и широко теперь известно и в России, но сейчас его делают с чем захочешь. Вот я люблю с курицей и моцареллой. На распродаже я купила вот такую книгу Орхан Памук, Стамбул, город воспоминаний. Как я понимаю, это биографическая книга. Я не читала еще ничего у Орхана Памука, но у меня есть книга в библиотеке нечитанная. Я купила 2 книги Зебальда. Честно говоря, не знаю, как его зовут даже. Я ничего... Нигде не написано. Зебальд. Я ничего не знаю об этом авторе. Я как-то помню, что у меня он был в списке «Хочу прочитать». Но о чем я не помню, я просто увидела и схватила. Так, еще одна книга Жан-Мишель Генассия, если правильно произнесла фамилию, «Клуб неисправимых оптимистов». И вот такую книгу Татьяна Замировская «Смерти нет». Это белорусская писательница о том, как человеческое сознание после смерти подключается в компьютерную сеть. Очень мне интересно почитать, люблю такую фантастику. Также я решила поддержать
собственно, книжный. Купила там книгу «Не на распродаже», Сергей Зотов, «Иконографический беспредел». Я не знаю, переводятся ли его книги. Наверное, да, это такой известный ученый, не знаю, культуролог, я не знаю его званий, если они, но он пишет на вот культурно-исторические живописные темы. Затем, когда я пошла во второй книжный, я искала там вот эту книгу Игорь Можейко «Загадка 1185 года». И в этой книге рассказывается, то есть мы путешествуем из страны в страну, из точки мира в другую точку мира в этом году. Очень хочу ее почитать. И я там увидела ароматические свечки, у меня как раз заканчиваются, и я решила их купить. Посмотрим, как они будут пахнуть, надеюсь, хорошо. Карамельный кокос и цветы вишни. Также я увидела там вот такую, как она правильно называется, табличка на дверь «Не беспокоить». Я ее увидела, поняла, мне она нужна, потому что я живу со своей мамой. И очень часто, когда я занята, допустим, когда у меня онлайн-урок, она стучится ко мне в дверь. Вот эта табличка мне поможет избегать этих ситуаций. После чебуречных я поехала в пункт выдачи заказа. Я делала 2 заказа в интернет-магазинах. Я это уже не снимала, точнее, я хотела снять один, но я забыла включить камеру. Я потом поняла, когда вышла, и потом я уже замерзла, у меня пальцы онемели. Что я купила? Я купила, давно очень хотела форму для мороженого. Она была с какой-то скидкой 60%, я так понимаю, что этот бренд Ла Касса, испанский вроде. Но и они не будут, так, кошка хочет прыгнуть. Они больше, наверное, не будут представлены в России. Только не шиби мне камеру. Я ее место заняла. Ой. Вот такая вот силиконовая пластмассовая штука. И чем мне понравилось, очень хотела, чтобы там были вот, ну как, шпажки. И я делала заказ на сайте Yves Rocher. Если кто не знает, это такая косметическая фирма из Франции. Я иногда у них заказываю. И что у меня тут есть? Я купила себе гель для душа, гель для умывания лица, крем для рук. Купила тушь и помаду для губ, если вы вдруг не знаете. Я очень люблю краситься. Я не знаю, что еще сказать, поэтому говорю вам пока. Говорю вам пока. Подписывайтесь, ставьте лайк, пишите комментарии. Увидимся. Я сижу в машине и жду, пока люди пройдут.